Ужасающий момент, когда женщина едва не погибла, пытаясь спасти тонущую собаку в Испании, был запечатлен на камеру сегодня. На шокирующих кадрах видно, как хозяйка отказывается отпускать свою собаку. В то же время стремительная вода поднялась ей до шеи, угрожая смыть ее, пока спасатели не добрались до нее, приземлившись на вертолете, закрепили ее и животное на тросе, а затем успешно подняли ее и спасли их жизни. Названный худшим стихийным бедствием в истории Испании, шторм, начавшийся во вторник, на момент написания статьи унес жизни более 161 человека. Уровень осадков был описан как выпадение годового запаса воды за один день. Поскольку климатическое явление продолжает опустошать страну, власти не могут подтвердить количество пропавших без вести людей, но, по оценкам, их число составляет сотни. Отважная женщина держится за свою собаку, находясь по шею в воде, ожидая спасательный вертолет во время исторического наводнения в Испании. Первые сигналы тревоги поступили от Метеорологического агентства Испании, когда один из его сотрудников предупредил граждан о надвигающемся сильном шторме. Его заявление было поначалу встречено скептически, пользователи сети назвали его паникерским, высмеяв его слова, как сообщило местное издание. «Хотел бы я, чтобы кто-нибудь отнесся к вам серьезно», посетовал один из пользователей, отметивший метеоролога на 30 октября. Эксперт признал своих критиков, отрицающих влияние изменения климата, в посте того же дня. Помимо причин, которые могли бы заставить это произойти. «Я могу только сказать, что реальность часто гораздо сложнее», – написал он. Более 1000 военнослужащих были развернуты в наиболее пострадавших районах страны. Спасатели работали круглосуточно, чтобы гарантировать, что такие люди, как женщина на видео, были спасены вовремя и доставлены во временные убежища. Из-за огромного количества звонков на номер экстренной службы Испании 112 многие обратились в социальные сети с просьбой о помощи своим семьям и соседям. Поскольку электросети и газораспределительные службы Испании были серьезно повреждены, люди испытывают трудности в общении со своими близкими. Отсутствие электричества становится особенно проблематичным, когда речь идет о людях с ограниченными возможностями или особыми потребностями. Эксперты по управлению рисками подчеркивают важность наличия дома хорошо укомплектованного аварийного комплекта, включающего заряженные батареи для тех, кто зависит от электричества. Одним из самых сложных аспектов этих катастроф является не сама катастрофа, а нехватка поставок, которая обычно ее сопровождает, объяснил Камила. Крайне важно информировать власти о присутствии людей с ограниченными возможностями или людей, страдающих электрозависимостью. Важно иметь набор с заряженными батареями, лекарствами, непортящимися продуктами, аптечкой и наличными, добавил он. Прац также коснулся экономического воздействия изменения климата на различные регионы мира. Менее развитые страны, как правило, испытывают наихудшие последствия, поскольку их экономики не в состоянии оправиться от ущерба, нанесенного этими катастрофами. Международные организации уже предупреждали о финансовом дефиците, который существует на сегодняшний день при работе с этими событиями, пояснил Прац. Существует разрыв между экономическим воздействием ущерба и способностью страховых организаций его покрыть. С ростом частоты таких событий эксперты, такие как Прац, призывают правительства по всему миру пересмотреть свою инфраструктуру. Инвестировать в профилактику дешевле, чем полагаться исключительно на процессы реагирования на чрезвычайные ситуации, добавил он, объяснив, что традиционные здания будут продолжать подвергаться испытаниям.